Ты, наверное, видел странные ролики в интернете, где кто-то бросает еду в чан с личинками, и те начинают ее пожирать. Но одно дело — смотреть. Совсем другое — держать в руках 20 литров живых, жирных, бледных опарышей. Представь, прозрачный пластиковый контейнер, плотно набитый извивающимися телами. Они шевелятся, трутся друг об друга, ползут по стенкам, шуршат. Их тысячи, и у всех одна цель — найти еду. Так начался эксперимент, который сначала казался странной шуткой. Зачем кому-то столько личинок мясной мухи? Просто чтобы понаблюдать, как они едят. На самом деле, чтобы проверить одну важную и вполне научную гипотезу. Сколько времени потребуется личинкам, чтобы полностью уничтожить обычный бургер? Да, бургер. Не испорченный, не гнилой, а самый что ни на есть свежий, только купленный. Булочка, котлета, лист салата, пара ломтиков помидора и капля соуса. Еда, которую каждый из нас хотя бы раз ел. И вот теперь эта еда должна стать пищей для падальщиков. Тех, кто в природе поедает разлагающееся мясо, зачищает трупы животных и служит одним из важнейших агентов утилизации органики. Контраст поражает. То, что ты съел бы сам, теперь бросается на растерзание тем, кого большинство людей считает символом грязи и гнили. Личинки, опарыши, белесые, безногие, с мягким телом, способным протискиваться в самые узкие щели. У них нет глаз, нет ушей, только ротовой аппарат и обонятельные рецепторы. Но этого хватает, чтобы выжить, найти еду и уничтожить ее не за месяцы, за часы. Как только контейнер с бургером оказался в аквариуме, личинки начали движение. Медленно, но решительно. Их реакция на запах была почти мгновенной. Начался странный, пугающий тихий штурм. Но их поведение оказалось совсем не таким, как ожидалось. Опарыши приблизились к бургеру быстро. Сначала по десятке, потом-то сотни. Да, они облепили стеклянное дно, обтекли булочку, начали забираться на верхушку, ползли со всех сторон, проникая в щели между слоями. Все это было похоже на замедленное наводнение. Белая масса живого вещества накрывает неподвижную еду. Медленно, но неумолимо. Казалось бы, вот она, мясоедная атака. Сейчас начнется разложение. Личинки вцепятся в булку, проковыряют ее насквозь, пройдут до самого мяса и за считанные часы превратят бургер в кашу. Но нет. Прошел час. Затем 3, затем 6. Бургер все еще лежал почти нетронутый. Слой личинок на нем есть, но признаков поедания почти никаких. Пришлось ждать дольше. Через примерно 12 часов булочка начала изменяться. Верх стал рыхлым, кое-где появились ямки и мелкие дыры. Именно тогда один из опарышей неожиданно вылез с другой стороны, пробравшись через всю булку. Это стало первым признаком того, что бургер все же стал объектом поедания. Только происходило это не так стремительно, как предполагалось. Самое интересное — это то, как опарыши ели. Они не грызли, не рвали, они буквально точили поверхность. Ты не увидишь, как они откусывают. Но если приглядеться, бургер словно плывет. Медленно, но постоянно. Становится рыхлее, мягче, текстура изменяется. Верхние слои исчезают, впитываются, и бургер теряет форму. Но вот что странно, чем дальше, тем активнее опарыши действовали на булку, овощи, соус. Но к основному ингредиенту, а именно мясу, они не приближались. Казалось, будто для них это запретная зона. Хотя логика подсказывает обратное, это же мясные личинки. Именно тогда началась самая неожиданная часть эксперимента. Чтобы лучше понять, с кем мы имеем дело, в ход пошла тяжелая артиллерия — макрообъектив. Именно он позволил рассмотреть личинку в деталях, и то, что открылось на экране, повергло в ужас. С обычного расстояния опарыш — просто белый червь. Безликий, гладкий, неприятный. Но в увеличении в десятки раз это уже не червь. Это монстр. Его тело покрыто бороздками, складками, тонкими волосками. На одном конце — ротовой аппарат. Хитиновая маска с 3 темными зубцами, похожими на захваты краба. Эти челюсти движутся быстро, механически, как зубцы миниатюрной пилы. Каждая личинка под объективом выглядела по-разному. Одна — прозрачная, с видимой кишечной трубкой внутри. Другая — плотная и матовая. Третья — с черным кончиком. И все они вблизи напоминали нечто из фантастического ужастика. Инопланетная жизнь? Бактериальный монстр? Именно эти существа отвечают за разрушение органики. Они незаметные, они не оставляют следов. Но под объективом становится ясно. Они страшнее, чем казались. И именно они решают, какая пища исчезнет, а какая останется навсегда. Их мощь, их оружие раскрылись как никогда. Но как они поведут себя, если перед ними появится сладкое, мягкое и сочное? Например, фрукт. Следующий этап — свежая клубника. Один небольшой плод. Сочный, мягкий, сладкий. Как только его положили в аквариум, опарыши сразу изменили поведение. Не было той нерешительности, как с бургером. Они набросились на клубнику моментально. Через пару часов ягода начала терять форму. Еще через несколько исчезла верхняя часть. Мякоть стала кашеобразной, цвет потемнел, сахара изнутри вызвали настоящую активность личинок.
Они еле зарывались, продирались сквозь поверхность, словно в рыхлой земле. В общей сложности клубника исчезла за 20 часов. От нее осталась только влажная красноватая лужа. Никакой кожуры, никакой сердцевины. Все было переработано. Простой и понятный результат. Фрукт был принят и уничтожен без остатка. Это был показатель. Все, что мягкое, влажное и сладкое, опарыши воспринимают как еду. Они не думают, не выбирают. Они просто действуют, но не все так просто, потому что следующий испытуемый должен был все изменить от чистия. Казалось бы, после клубники опарыши будут атаковать все, что угодно. Эксперимент перешел к огурцу. Тоже растительный продукт, сочный, с характерным запахом. Его аккуратно положили в аквариум, в то же место, где недавно исчезла клубника. Реакция была никакой. Личинки ползали рядом, но не на огурце. Некоторые случайно заползали на него, но тут же разворачивались и ползли дальше. Прошло 6 часов. Никаких следов поедания. Поверхность гладкая, блестящая, словно никто ее не трогал. Это вызвало недоумение. Решили вмешаться, огурец очистили от кожуры, оставив нежную мякоть. Повторили эксперимент. На этот раз активность увеличилась, а опарыши стали заползать на продукт охотнее. Но и спустя еще 12 часов никаких значимых изменений не произошло. Мякоть оставалась почти такой же, как в начале. Минимальные следы, пару микроямок и все. Несмотря на всю свою активность на других продуктах, здесь личинки будто не знали, что делать. Огурец как будто был для них невидим. Вывод стал очевиден. Мягкость еще не гарантия. Кожура и влажность – важные факторы, но главное – наличие питательных веществ, которые личинка может почувствовать. А может быть еще и то, как быстро начинается гниение. А огурец, как выяснилось, не гниет быстро. Он водянистый, но не разрушается так активно, как ягоды. После клубничной феерии поведение опарышей стало непредсказуемым. Возникла идея – дать им выбор. Пусть сами решат, что для них вкуснее. Что если устроить личинкам шведский стол? На одной стеклянной поверхности разместили 10 разных продуктов. Сладкое, соленое, кислое, острое, мясное, гнилое, свежее, сухое. Полный набор вкусов. На стол выложили обычный пшеничный хлеб, сладкий пончик с глазурью, соленый маринованный огурец, ломтик лимона, острый перец, горькую редиску, копченую колбасу, сырой кусок мяса, гнилое яблоко и тухлое мясо. Два последних объекта были самыми опасными. Не по внешнему виду, а по запаху. Их пришлось доставать в маске. И все ради правды. Сначала на полотно выпустили одного единственного опарыша. Он медленно исследовал поверхность. Ползал между продуктами, остановился у тухлого мяса, задержался, затем свернул обратно. Движения казались случайными, но было ощущение, что он чувствует запах, и он его манит. Затем высыпали всю массу. Сотни личинок начали хаотично разбегаться. Но уже через пару минут сформировалась закономерность. Большая часть прямиком на гнилое мясо. Некоторые на хлеб. Несколько особей задержались на копченой колбасе. Но лимон, перец, редиска остались пустыми. Их никто даже не касался. Было ощущение, что у опарышей есть реальный выбор. Что они голосуют за то, что пахнет правильно. Не вкусно для нас, а правильно для них. И этот выбор стал неожиданным напоминанием. Даже примитивные существа умеют отказываться от того, что им не подходит. Но следующий эпизод показал, почему именно гниль – их природная стихия. Гнилое мясо – это не просто неприятный запах, это настоящая химическая атака. Когда упаковку открыли, в нос ударила волна смрада. Аммиак, сероводород, кадаверин – это не просто вонь. Это признак активного разложения. Человеческий нос реагирует на такие запахи паникой. Мозг подсказывает – это опасно, инфекция, труп. Но для опарышей это сигнал «все готово, можно есть». В природе мухи откладывают яйца именно на таких участках. И спустя сутки-двое появляются личинки, чтобы переработать то, что осталось. На опыте опарыши буквально бросились на гниль. Их не интересовали лимоны, булки или пончики. Они облепили гнилое мясо плотной массой, забрались под него, вокруг него, начали быстро внедряться внутрь. Интересно, на сладком пончике, который обычно привлекает муравьев и мух, опарышей не оказалось вообще. Ни одной особи. Плотность нулевая. А вот гниль объединила всех. Это был настоящий их мир. Запах смерти для них – зов жизни. Это парадокс, но именно в этом и состоит их эволюционное предназначение. Смотрев на то, как опарыши выбирают еду, трудно избавиться от мысли, а есть ли у них хоть какое-то подобие разума. Конечно, они не думают, у них нет мозга в нашем понимании, но их поведение не хаотично. У каждой личинки есть чувствительные сенсоры. Они улавливают запах, влажность, температуру. Есть даже чувствительность к кислотности среды. Именно это позволяет им находить, где лучше зарыться, где теплее, где быстрее можно расти. Один ползет, другие следуют за ним. Если на поверхности появляется много тел, это сигнал. Тут безопасно, тут пища. Работает примитивный групповой инстинкт. В одиночку личинка теряется, в массе она часть системы.
Это не интеллект, это жесткая биология, но выглядит как коллективное поведение. Не мозг, но алгоритм. Как у муравьев, как у бактерий. Кто-то один нашел гниль, за ним пришли все. Этот эффект стада особенно ярко проявился в следующем эксперименте. Потому что теперь речь пойдет о том, что опарыши едят по-настоящему охотно, без выбора, без раздумий, сразу. Итак, финальные наблюдения. За несколько дней экспериментов выявилось четкое правило. Опарыши едят не все. У них есть свои предпочтения. И они не такие, как у людей. Во-первых, влажность. Без нее ничего не происходит. Даже мягкий бургер, если он высохнет, становится для них бесполезным. Во-вторых, запах. Чем сильнее пахнет гнилью, тем привлекательнее продукт. В-третьих, текстура. Они не прогрызают жесткое, им нужно что-то рыхлое, уже начавшее разрушаться. В списке любимых продуктов оказались гнилое мясо, фрукты на грани порчи, мягкий хлеб, старые овощи. В списке черного списка маринованное, кислое, острое, свежее мясо, кондитерские изделия и все термически обработанное. Даже копченая колбаса вызвала больше интерес, чем свежая котлета из бургера. Все из-за остаточной влажности да и специфического запаха. Оказывается, опарыши вообще куда более разборчивы, чем мы думали. У них нет интеллекта, но есть инстинкт. А он говорит, если еда не воняет, ее нет смысла есть. Но как насчет тех вещей, которые не воняют вообще никогда? После опарышей возник закономерный вопрос. А что будет, если просто оставить бургер на воздухе? Без червей, без мух, без влаги. Насколько быстро он исчезнет сам по себе? Эксперимент показал странную картину. Первые сутки вообще никаких изменений. Потом он стал подсыхать. Через несколько дней затвердел. Через неделю превратился в нечто, напоминающее декоративный муляж. Ни плесени, ни грибков, ни запаха гниения. Только сухой сжатый бутерброд, почти как камень. Это не выдумка. Такие случаи известны. В интернете полно фотографий бургеров, которые хранились годами и не испортились. Один человек забыл бургер в ящике стола. Спустя 10 лет он выглядел почти как новый. Мягкость ушла, но форма, цвет, структура остались. Все дело в составе. В бургере мало влаги. Булочка содержит консерванты, соусы-стабилизаторы, мясо жарится до полной термической гибели микробов. Итог: бургер может сохраниться дольше, чем фрукт, а может дольше тебя. Это шокирует. Продукт, созданный для поедания, на деле оказывается почти неразлагаемым. Его не едят личинки. Его не берет время. И если бы не бактерии и грибки, он мог бы стать археологическим экспонатом. Но это все органика. А что, если перейти к настоящим долгожителям? Яблоко – натуральный продукт. Его не обрабатывают. Оно не жарится, не маринуется, не прессуется. Просто растет, падает и исчезает. Вроде бы. На самом деле свежее яблоко разлагается не так быстро. Первые 2 дня – лишь потемнение кожуры. Через 3-4 дня появляется плесень. Через неделю оно размягчается, становится кашеобразным. Спустя 2 превращается в липкую массу. Особенно быстро это происходит при высокой влажности и тепле. Но стоит температуре упасть, процесс замедляется. На сухом воздухе яблоко может просто усохнуть, не испортившись. Оно будет лежать как сухофрукт, иногда с морщинистой кожей, но без признаков активного гниения. Сравни это с гнилым яблоком. Его личинки начинают есть сразу. Они чувствуют дрожжи, запах алкоголя, кислоту. Это сигнал. Продукт начал распад. Именно в этот момент он становится съедобным. Вроде бы яблоко это натуральное, живое. Но даже оно не исчезает мгновенно. А теперь представь, что будет с чем-то, что не органика вообще. Пластик – это не просто мусор. Это материал, который почти не вступает в реакцию с окружающей средой. Бутылка, выброшенная на обочину, не разложится через год, не исчезнет через 10. Она будет лежать сотни лет. Полиэтилен – материал, из которого делают пакеты. Он разлагается в среднем от 200 до 600 лет. Все зависит от толщины, состава, цвета. Бутылка из ПЭТ еще медленнее. Более 400 лет. Даже когда пластик начинает распадаться, он не исчезает. Он превращается в микропластик, мельчайшие частицы, которые проникают в почву, в воду, в воздух. Их едят рыбы, их находят в теле птиц и теперь в человеческой крови. Никакое живое существо не ест пластик по своей воле. Личинки его игнорируют, микробы не перерабатывают. Даже солнце не помогает. Ультрафиолет лишь ускоряет растрескивание, но не разрушение структуры. Пластик не воняет, не гниет, не исчезает. Он остается. И если ты выбросил стакан на улице, будь уверен, он там будет, когда твои внуки станут стариками. Если пластик можно назвать мусором на века, то стекло – это мусор на тысячелетия. Это один из самых стабильных материалов, созданных человеком. Он не растворяется, не горит, не подвергается коррозии. Его не берут бактерии, не едят насекомые, не боятся опарыши. Стекло — это И стекло — это фактически плавленый песок. Однажды остуженное, оно остается неизменным очень долго. Осколки древнеримской посуды до сих пор находят археологи, почти в первозданном виде. Если ты разобьешь бутылку и бросишь ее в лесу, она не исчезнет.
Она будет лежать под листьями, под дождями, под снегом, ее может затянуть землей. Но сам материал не разрушится. Даже спустя 10 тысяч лет он сохранит форму. Разница лишь в одном. Стекло можно переплавить. Это его плюс. Если переработать, оно снова станет стеклом. Но если просто выбросить, оно не исчезнет. Это вечно живой предмет среди умирающей природы. Маленькая, мягкая, пахнущая мятой. Выплюнутая и сразу забыта. Но жевательная резинка не просто мусор. Это один из самых стойких бытовых отходов, которые мы производим каждый день. В составе жвачки синтетический каучук. Это полимер, похожий по структуре на пластик. Он не разлагается естественным путем. В природе его не перерабатывают ни черви, ни грибы, ни микробы. В городах на очистку улиц от жвачек тратят миллионы. Каждое пятно на асфальте – это старая резинка, которой может быть 5, 10, даже 15 лет. Она не исчезает, она въедается в поверхность, засыхает, но остается. Ее не ест никто. Она не пахнет гнилью, не вызывает интереса у насекомых. Даже в компосте она просто остается куском резины. Каждый раз, когда ты выплевываешь жвачку, ты оставляешь след, не эмоциональный, физический. И он вполне возможно переживет твой дом, твою машину и даже тебя самого. Метка 16. Здравствуйте. Смерть текстиля. Ты выкидываешь старую футболку, не задумываясь. Потерлась, вытянулась, надоело, отправляется в мусор. А теперь давай представим, где она окажется через год, через 10, через 100. Разложение одежды зависит от ее состава. Натуральные ткани, хлопок, лен, шерсть поддаются природе. Если их закопать в землю, они начнут распадаться уже через пару месяцев. Особенно в теплой, влажной среде. Через полгода от футболки может остаться лишь слабый след волокон. Но если это не просто хлопок, а футболка из магазина быстрой моды, там почти наверняка есть синтетика. Полиэстер, акрил, эластан – все это искусственные волокна, созданные из нефти. И они не разлагаются. Совсем. Такая ткань может пролежать в земле 200, 300, даже 500 лет. Да, внешний вид исчезнет. Цвет поблекнет. Ткань порвется на фрагменты. Но волокна останутся. Их найдут археологи будущего и удивятся, почему человек 21 века носил вещи, которые не умирают. Проблема еще в масштабе. Одежду выбрасывают тоннами. Каждую секунду в мире утилизируется грузовик одежды. И большая часть, чему это именно синтетика. Красиво, дешево, удобно и навсегда. Вот почему даже без запаха, без звука, без движения старая кофта может быть страшнее куска мяса. Потому что мясо исчезнет, а ткань останется, как напоминание о нашем равнодушии. Метка 17. Дерево умирает красиво. Представь поваленное дерево в лесу. Его кора покрыта мхом. В трещинах копошатся жуки. Под корой личинки, сверху на грибки. Оно уже не живое, но еще не мертвое. Оно умирает. И делает это правильно. Дерево – это природный материал. Даже после своей смерти оно продолжает участвовать в жизни. Оно гниет, рассыпается, питает землю. Микроорганизмы превращают древесину в перегной, и из него растут новые растения. Это цикл. Замкнутый и логичный. Бревно может лежать 10, 15, 20 лет. В сухом климате – дольше. Но оно все равно исчезнет. Частично сгниет. Частично станет пищей для термитов и жуков. Частично рассыплется в труху. Даже если человек отполировал дерево, покрыл лаком, превратил его в мебель, и тогда оно все равно исчезнет. Просто медленнее. Природа терпелива. Дерево – редкий материал, который уходит со смыслом. Оно умирает, но не становится мусором. Оно превращается, перерождается. Оно не лежит в земле мертвым грузом. Оно становится частью новой жизни. В мире, где все чаще создается ради на один раз, дерево напоминает, можно быть полезным даже после конца. Метка 18. Банан и скорлупа. Когда ты съедаешь банан, ты выбрасываешь кожуру. Мелочь. Пустяковый мусор. Но даже у таких отходов есть свое время жизни. Кожура банана мягкая, влажная, с высоким содержанием сахара. Если оставить ее на открытом воздухе в теплой среде, она начнет темнеть уже через несколько часов. Через день появится плесень. Через неделю она начнет рассыпаться. Но если климат сухой, кожура может просто засохнуть. И тогда она пролежит 2, 3, даже 4 недели. Не исчезнет, просто станет хрупкой, будто бумажной. И все равно останется заметной. А теперь яичная скорлупа. Ее выбрасывают не задумываясь. Но она состоит из карбоната кальция, материала, схожего с мрамором. Скорлупа не гниет. Она рассыпается, но не исчезает. Даже в компостной куче она может сохраняться годами. Белые обломки среди перегноя – это след от твоего завтрака год назад. Да, скорлупа не вредна. Она не отравляет почву, но она остается надолго. Она не исчезает, как банан, не пахнет. Ее не едят насекомые. Она просто лежит. Так два продукта, оба натуральные, демонстрируют разницу в умирании. Один уходит быстро, другой остается, несмотря на хрупкость. Это хорошее напоминание. Даже среди природы там не все одинаково временно. Метка 19. Разложи меня, если сможешь.
Переходим к настоящим чемпионам по выживанию, современным упаковкам. Это не просто мусор, это инженерные конструкции, они созданы, чтобы защищать содержимое. И с этой задачей справляются так хорошо, что не умирают сами. Упаковка от чипсов — это не просто фольга. Это многослойный материал — полиэтилен, алюминий, бумага. Они соединены клеем, создавая оболочку, которая не пропускает воздух, влагу и запах. И она не поддается разложению. Ты съел чипсы за 5 минут, обертка будет жить 500 лет. Пленка от мяса, подложка, стикеры, обертка от шоколадки — все это невозможно переработать обычным способом. Даже если ты хочешь, нельзя. Заводы не принимают, микробы туда не едят, время туда не берет. Этот мусор не пахнет, не гниет, не плесневеет, он просто лежит, и с каждым годом его становится больше. Земля все больше напоминает гигантскую кладовку с обертками, которые никто не может открыть. А парыши его не трогают, даже самые прожорливые, потому что он не пища, он тупик для всего живого. И это мы создали сами. Метка 20. Итоги гниения. Когда все заканчивается, остается вопрос, что исчезает по-настоящему. А парыши показали, даже в мире падали есть отбор. Мясо в бургере — не еда, а гниль — деликатес. Клубника на лакомство, а синтетика на пустое место. Даже микроскопическая личинка инстинктивно знает, не все стоит есть. Мы же выбрасываем, не думая. Нам кажется, ушло из глаз, значит исчезло. Но это иллюзия. Все, что не гниет, остается. Оно никуда не уходит, просто меняет место. Пластик, стекло, синтетика, жвачка, упаковка — все это живет дольше нас. И если раньше признаком бессмертия считалось золото, сегодня это пластиковый стакан. Все, что разрушается, имеет право исчезнуть. Все, что не умирает, он становится грузом, нашим грузом. Не для планеты, а для нас самих. И пока даже червь умеет выбирать, пора бы и нам задуматься, что мы оставляем после себя. Потому что то, что не ест даже опарыш, остается навсегда.